Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Говорят, хорошая модная пара обуви способна спасти даже самый грустный и устаревший образ. Я не уверена на все 100%, что это именно так, но стильная и качественная обувь уже дает огромный шанс попадания в тренд. Сегодня, друзья, я не буду отвлекать вас слишком долгим вступлением, а сразу перейду к главной теме обзора. Модная обувь весна-лето 2023. И прямо сейчас мы вместе рассмотрим топовые модели на теплый сезон. Всем зрителям хочу сказать большое спасибо за поставленный лайк и подписку на канал. Для меня очень важна ваша поддержка. Мой список обувных трендов вы всегда можете дополнить, оставив комментарий под видео. Модные туфли. Для начала стоит сказать пару слов об остроносых моделях на высоком каблуке. Согласитесь, друзья, смотрятся они очень эффектно. В новых коллекциях заостренный мыс явно потеснил каре и трапецию. Правда, оставил достаточно места для обуви с округлой формой носа. В сочетании с расклешенными джинсами, широкими или же напротив узкими брюками, туфли на шпильке помогают визуально вытянуть силуэт, а с платьями и юбками получаются женственные образы, которые к тому же выглядят дорого. В тренде на предстоящий сезон любые заостренные варианты – форма миндаля, лепестка. Дизайнеры модных домов Bottega Veneta, Loewe, Dolce Gabbana, Майкл Корс, Каролина Эррера, да и многие другие уверены – подобная обувь точно должна быть сегодня в вашем гардеробе. Туфли Мэри Джейн. Тот самый случай, когда ошибиться с покупкой новой пары практически невозможно. Эта модель завоевала наши сердца, никогда не выходит из моды и гармонично впишется буквально в каждый стильный ансамбль. В весенне-летнем сезоне особенно актуальны варианты на массивных устойчивых каблуках и с одним ремешком-застежкой на подъеме. За образец можно взять обувь с показов Prada, Coach, Dries Van Noten. Но если Стюарт Певерс больше склоняется к базовой версии с круглым мысом, лишь разбавив классическую черно-белую гамму модным огненно-красным, то Miuccia Prada и Raf Simons помимо разнообразия в цвете предложили чуть приподнятый удлиненный нос и скошенный каблук. В коллекции дома Chanel появилась обновленная версия, где туфли Мэри Джейн объединили с сетчатыми гольфами и носочками, которые составили с обувью единое целое, а в качестве стильного дополнения послужил очаровательный бант на перемычке. В арсенале дизайнеров есть и более фантазийные решения, которые порой меняли модель до неузнаваемости. Так в линейке Dior Мария Грация Кюри представила туфли, вдохновленные отсылками к образу Екатерины Медичи. А у Донателло Версаче получилась настоящая панковская обувь. Модные балетки. Наши старые, добрые, порой уже изрядно истертые, но такие любимые туфельки, которые то попадают в антитренды, то вновь становятся самой модной обувью сезона. Да, мода движется по спирали, и доказательства этому из года в год мы видим на подиумах. Если вдруг захочется что-то из ретро, можно повторить образ из весенне-летней коллекции бренда Celine, либо выбрать пару под маркой Balenciaga. Обязательно присмотритесь к оригинальной версии TOTS, где к классической форме балеток с маленьким бантиком добавились непривычно яркие цвета и шипы на подошве. Сапоги и ботинки. Как известно, наступление календарной весны в наших широтах еще не значит приход тепла и жаркой погоды. Так что в марте и очень часто в апреле мы еще вполне себе можем носить сапоги или ботинки. У Bottega Veneta сделали ставку на сапоги со скошенным скульптурным каблуком-танкеткой. Дом моды Fendi больше склоняется в сторону массивной платформы. Особенный шик – белоснежные модели, которые также появились в коллекциях Off-White и Prabal Gurun. Весна – отличный повод выгулять что-то особенное. Среди необычных фасонов я отмечу ботфорты под маркой Etro с фруктовым узором и высокие сапоги бренда Off-White на оригинальном каблуке-пружинке, напоминающем популярную в 80-е детскую игрушку. Не утратили свою актуальность в новом сезоне грубые ботинки, универсальная и практичная обувь. Она давно стала базовым элементом не только осенне-зимнего гардероба, но и стильного образа на весну.
Сегодня Сакай и Селин предложили сдержанные версии армейской обуви. У Paco Rabanne в приоритете байкерские модели с ремешками и металлической фурнитурой. Под маркой Louis Vuitton ботинки украшены фирменной фигурной подошвой, а бренд Versace представил на подиуме лакированный Челси с ультравысокой платформой. Вьетнамки и обувь с открытыми пальцами. На показе Виктория Бекхэм много внимания было приковано к атласным платформенным чулкам с открытым носом. А дом моды Miu Miu заинтересовал публику гибридной версией, где ботильоны и сапоги объединили с вьетнамками. Впрочем, все это когда-то уже было. Достаточно пролистать фотохроники 90-х, 2000-х и окончательно убедиться, что самые актуальные идеи опять приходят из прошлой эпохи, начиная от модели на низком ходу до вьетнамок на каблуках либо на высоченной платформе. Прозрачная обувь. В очередной раз мы с вами, друзья, убедились в цикличности моды. Но если какие-то тренды возвращаются спустя пару десятков лет, то другие успевают сделать это всего за пару сезонов, как, например, бум на модели из пластика, который вновь переживает настоящий подъем. Что ж, голые платья все-таки зацепили своим длинным подолом модную обувь. В линейке от Валентина вы найдете туфли на словно-стеклянной платформе и каблуке. У Loewe прозрачные, почти невидимые балетки, а в Coach ставку сделали на цветные рыбацкие сандалии. Единственный совет – не надевайте подобные, когда слишком жарко. Сетка. Довольно частая спутница обуви на теплый сезон. Обновленные версии тренда стоит поискать в коллекциях домов моды Chanel и Stella McCartney, где в туфли и босоножки буквально вшили гольфы, носки или даже чулки и колготки. Продолжаем сверкать. Именно так я назову эту тенденцию. Дизайнеры пока не планируют отказаться от блестящего декора, и на весну очень многие, если не абсолютно все, люксовые бренды представили сверкающие аксессуары и обувь. На показах модели будто усыпали волшебной пыльцой. Туфли и балетки с кристаллами, либо с металлизированным золотым блеском появились в линейках как у адептов французского шика, так и даже у дизайнеров-минималистов. Обувь на танкетке. Некий компромисс между эстетикой высокого каблука и комфортом массивной плоской подошвы. Образцы для подражания мы найдем у Fendi, Dries Van Noten, Bottega Veneta, Proenza Scholar. Правда, среди топовых встречается уж очень высокая танкетка. Дизайн дизайном, а удобство ведь никто не отменял. Обувь в спортивном стиле. Я совершенно уверена, она понравится всем, кто больше предпочитает в образе спортивную направленность, комфорт, практичность и не лишнюю нынче мобильность. В первую очередь это, конечно же, кроссовки и кеды. Самые универсальные, с заметными ретро-мотивами, стоит поискать в коллекциях Альтузара, Экрис, Coach, Zimmermann. У Fendi и Джеви Андерсон больше склоняются к футуристичным моделям на словно надутой подошве, а у Джорджо Армани представлены кроссовки с гламурным сиянием. Для теплой поры хороши спортивные сандалии бренда Chloé со множеством ремешков, шнуровкой, застежками-липучками. Топать в подобных как по улицам мегаполиса, так и по загородным песчаным дорожкам – одно удовольствие. Многим из вас, мои дорогие зрители, наверняка знакома фраза удивительной женщины, культовой киноактрисы Мэрилин Монро: «Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить весь мир». Как же точно и верно сказано. Ведь роль обуви в нашем гардеробе, да и в жизни действительно трудно переоценить. Только при выборе для себя новой пары не забывайте 3 главных правила: стиль, красота, комфорт. Большое спасибо, что смотрите мои видео. Не забывайте поделиться с друзьями, поставить лайк и отметиться в комментариях. Всем хорошего дня, позитива и теплого, светлого, солнечного настроения!